Все начинается с невероятного взрыва. Но не в буквальном смысле. Когда современные винодельни приступают к переработке винограда, первый технологический фокус — максимально эффективно разрушить структуру ягод. Это не просто раздавить виноградину, как это делали столетиями назад. Сейчас используется техника, способная взорвать клеточные стенки без повреждения косточек, кожуры и самого сока. Виноград попадает в специальную дробилку дистемер. Она не просто давит ягоды, а отсоединяет гребни, чтобы не попадала лишняя горечь. Но главный фокус начинается чуть позже. Используются пневматические прессы, работающие с помощью воздуха. Они создают внутреннее давление, под которым ягоды как будто сами себя выдавливают изнутри. Это не только сохраняет вкус, но и позволяет извлечь гораздо больше сока с минимальной потерей аромата. Современные прессы настолько чувствительны, что могут регулировать давление до долей фунта на квадратный дюйм. Все управляется компьютером. Если сорт винограда капризный, пусть алгоритм будет максимально щадящим. Итог. Ягоды буквально взрываются в контролируемом хаосе, рождая первый этап будущего вина. И все это в полной стерильности. Оборудование обрабатывают при помощи пара и озона. Сами ягоды могут проходить предварительную дезинфекцию ультрафиолетом. Переработка начинается буквально в течение пары часов после сбора, чтобы сохранить ароматы, которые испаряются так же быстро, как исчезает роса на рассвете. И это только начало, ведь настоящие чудеса вкуса рождаются не только из мякоти. Электронный нос. Пока человек продолжает восхищаться ароматами вина, машины уже научились их анализировать. Добро пожаловать в мир электронных носов, сенсорных устройств, которые заменяют дегустаторов на самых первых этапах производства. Эти устройства работают по принципу газовой хроматографии, разделяя ароматические соединения и нюхая их на уровне молекул. Представь себе прибор, который может за секунду распознать, сколько в винограде сложных эфиров, терпеноидов и других летучих ароматов, которые формируют тот самый незабываемый вкус вина. Производитель просто вставляет образец виноградного сока в устройство и через несколько минут получает полную картину. Насколько аромат свежий, есть ли ноты перезрелости, насколько интенсивен запах кожицы или нет ли следов гниения. Такие анализаторы не только быстрее и точнее человека, но и сохраняют данные, чтобы сравнивать урожай из года в год. Искусственный интеллект может даже предсказать, во что превратится этот виноград через несколько месяцев брожения. Это уже не романтика, а холодная, точная наука. Но именно она гарантирует, что вино получится не просто хорошим, а идеальным. Хотя пока машины нюхают, кое-кто решает совсем другую проблему. Как остановить время? Холод против времени. Сбор винограда — гонка со временем. Как только ягода срезана с лозы, в ней начинают происходить процессы, которые могут разрушить будущий вкус. Поэтому современные винодельни используют холод как оружие против времени. Сразу после сбора виноград помещают в холодильные контейнеры, температура чуть выше 32 градусов по Фаренгейту. Это позволяет замедлить окисление и активность бактерий. Некоторые хозяйства охлаждают ягоды прямо на винограднике с помощью мобильных холодильников или сухого льда. Но на этом все не заканчивается. До отжима ягоды могут несколько часов пролежать в специальной холодильной камере, чтобы стабилизировать структуру. Это называется предферментационная мацерация, но без мацерации как таковой. Только холод и ничего больше. Интересно, что при низкой температуре ароматы становятся ярче. Молекулы запаха консервируются и потом при брожении выделяются мощным и чистым потоком. То есть охлаждение не просто сохранение, а усиление будущего вкуса. Этот этап стал возможным только с развитием точного климат-контроля и логистики. Раньше вино начинало бродить еще до того, как попадало в чан. Теперь время остановлено. Но впереди самое вкусное — первый контакт с машиной, которая умеет выжимать душу из винограда. Механика сока. Если виноград — это сердце вина, то сок — это его кровь. И сегодня эту кровь добывают с точностью до миллилитра. Все благодаря современным прессам, которые управляются компьютерами и умеют буквально чувствовать, когда нужно остановиться. Пневматические прессы — вот это капсулы из нержавеющей стали, внутри которых находится гибкая мембрана. Она надувается воздухом, аккуратно прижимая ягоды к перфорированной стенке. Сок вытекает сам, без раздавливания косточек, без горечи, без излишней терпкости. Но самое интересное — многократные циклы. Пресс не просто выдавливает сок один раз. Он делает это по программе. Сначала легкое давление, потом отдых, затем чуть сильнее. И так до тех пор, пока не извлечет все возможное, без ущерба качеству. Системы контроля отслеживают плотность сока, цвет, кислотность и даже вязкость. Пресс может остановиться сам, если показатели выходят за пределы идеала. Все автоматизировано, и человек здесь нужен лишь для наблюдения. Некоторые винодельни используют прессы с вакуумным отбором, давление внутри камеры понижается, и сок выходит естественным образом, как при вскипании. Это еще более мягкий способ, особенно для белых и розовых вин. Так, аккуратно и точно рождается жидкость, из которой получится напиток. Но он пока безжизненный. Все изменится, когда в него добавят особых существ, созданных наукой.
Генная армия дрожжей. На этой стадии вино становится живым. Все благодаря дрожжам, крошечным грибкам, которые питаются сахаром и производят спирт. Но сегодня дрожжи — это не просто дикие культуры из воздуха. Это настоящие биотехнологические солдаты, отобранные и модифицированные, чтобы дать идеальный результат. Современные лаборатории создают штаммы дрожжей под конкретные сорта винограда. Хочешь фруктовые ноты? Вот дрожжи с усиленным синтезом сложных эфиров. Нужен чистый профиль. Возьми штамм с пониженной выработкой серы. Даже цвет вина можно корректировать дрожжами. Некоторые из них стабилизируют антоцианы и предотвращают окисление. Производство дрожжей — это как запуск фармацевтического продукта. Все стерильно в биореакторах с контролем температуры, pH и концентрации кислорода. Результат — миллиарды клеток, готовых превратить виноградный сок в живую субстанцию. Некоторые винодельни идут дальше. Они используют гибридные дрожжи, сочетающие свойства разных видов. Есть даже штаммы, которые могут работать в экстремальных условиях, при высокой кислотности или крепости выше 15%. Добавление дрожжей — это не просто насыпание порошка. Их активируют, тестируют на образцах, адаптируют к среде. Только потом начинается ферментация. И именно с этого момента сок перестает быть просто соком. А вот что происходит дальше, поразит даже скептиков. Машины, которые сами следят за процессом брожения 24 часа в сутки. Роботы в подвале. Когда-то винодельни напоминали темные подвалы, полные деревянных бочек и терпкого запаха брожения. Сегодня это почти стерильные лаборатории, где ключевую роль играют автоматические системы и датчики. Процесс брожения больше не контролируют вручную. Вместо этого огромные ферментационные чаны оснащены зондами, которые каждую секунду замеряют температуру, уровень сахара, давление и даже концентрацию спирта. Все данные сразу передаются в центральный сервер. Алгоритмы следят за параметрами и, если нужно, корректируют температуру, активируют охлаждение или перемешивание. Автоматизация охватывает даже такие мелочи, как удаление пены или чистка чанов. Роботы с моющими головками омывают внутренние поверхности горячей водой под давлением. Без участия человека. Это не просто удобно, это спасает от заражения микроорганизмами и снижает риск порчи продукта. Даже перемешивание сусла может происходить без открывания крышки, с помощью пневмодатчиков и вращающихся мешалок, управляемых с панели. Все в автоматическом режиме. Контроль не прекращается ни на минуту. Если что-то пошло не так, система подает сигнал тревоги, и оператор может вмешаться дистанционно. Современные винодельни больше напоминают дата-центры, чем старинные шато. Но даже эти технологичные крепости должны решать старую как мир задачу. В чем же все это брожение происходит? Сталь и стекло. Виноделие долго было верным дереву, дубовые бочки считались неотъемлемой частью вкуса. Но в 20 веке все изменилось. На сцену вышла нержавеющая сталь. Сегодня большинство виноделин используют именно ее, и не случайно. Ферментаторы из нержавейки обладают одним ключевым преимуществом — точный контроль. Температура, влажность, давление — все регулируется до мелочей. Сталь не пропускает воздух, не взаимодействует с кислотами и не добавляет собственных вкусов. Это значит, что вкус вина формируется только из винограда и дрожжей. Есть и гибридные решения, резервуары из стали с элементами стекла или полимеров. Некоторые даже имеют внутреннюю отделку из керамики, которая помогает сохранить определенные ароматы. А что с дубом? Его не забыли. Для тех вин, где нужен древесный аромат, производители используют дубовые чипсы или стержни, вставляют их прямо внутрь стальных чанов. Эффект тот же, но под контролем. Современные чаны оснащены двойными стенками, через которые проходит охлаждающая жидкость. Это позволяет держать температуру брожения стабильной, независимо от условий снаружи. А специальные датчики следят, чтобы внутри не развивались вредные бактерии. Выбор между деревом и сталью больше не вопрос вкуса, а вопрос контроля. А контроль, как мы уже поняли, главное оружие винодела сегодня. Хотя иногда нужно не только контролировать, но и предсказывать. Вино под контролем. Сегодня технологии позволяют видеть, что происходит внутри вина, даже не открывая емкость. Сенсоры нового поколения замеряют плотность, уровень сахара, спирта, температуру, кислород и даже летучие соединения в режиме реального времени. Эти данные поступают в аналитические платформы, которые строят графики и прогнозируют, как будет развиваться брожение. Если система видит, что сахар уходит слишком быстро, это может быть признаком перегрева. Если температура не растет, возможно, дрожжи неактивны. И все это происходит автоматически. Более того, и системы теперь могут сравнивать текущую партию с десятками предыдущих. Если параметры совпадают, значит все идет по плану. Если отклонение, система предложит вмешательство, охлаждение, замена дрожжей, добавление питательных веществ. Контроль продолжается и после брожения. Когда вино отдыхает, сенсоры продолжают замерять уровень кислорода и углекислого газа. Даже микродвижения жидкости могут быть зафиксированы, чтобы избежать расслоения. Это как держать палец на пульсе вина 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Винодел может спать спокойно. Машина все сделает лучше и точнее. Но не все так просто. Ведь после брожения остается кое-что лишнее. Исчезновение осадка. После бурного брожения вино оставляет после себя нечто не слишком аппетитное. Осадок. Это мертвые дрожжи, кожура, мелкие частицы. Если их не убрать, вкус вина будет испорчен. Но и удалить их надо аккуратно, чтобы не потерять аромат. Раньше все делали вручную. Сливали вино, оставляя осадок внизу. Сегодня используют сложные фильтрационные системы. Один из самых популярных методов — микрофильтрация. Это специальные мембраны с порами размером меньше микрона. Они пропускают только жидкость, оставляя все лишнее снаружи. Есть и более инновационные подходы — центрифуги, которые вращают вино на огромной скорости, отделяя плотные частицы. Или диатомовые фильтры, где вино проходит через слой измельченного кремния, оставляя все примеси позади. Что важно, эти методы не влияют на вкус. Наоборот, они сохраняют его чистым и прозрачным. Некоторые винодельни даже используют газовую фильтрацию. Проталкивают вино через инертный газ, который уносит с собой летучие нежелательные соединения. После фильтрации вино становится светлым, прозрачным, блестящим. Оно готово к следующему этапу — защите. И на этом этапе начинается настоящая борьба с микробами. Удар по микробам. Хотя вино кажется стабильным, внутри него может скрываться угроза. Бактерии и остаточные дрожжи могут испортить вкус, вызвать вторичное брожение или даже превратить вино в уксус. Чтобы этого не случилось, виноделы применяют целый арсенал средств. Первый — пастеризация, но не кипячение, а мягкий нагрев до примерно 120 градусов по Фаренгейту. Вина нагревают всего на несколько секунд, а потом резко охлаждают. Это убивает большинство микроорганизмов, не затрагивая вкус. Второй способ — ультразвук. Высокочастотные волны разрушают оболочку бактерий. Метод особенно эффективен для белых вин, где важна чистота вкуса. Третий — озонирование. В емкость подают озон, который уничтожает микробы и окисляет нежелательные соединения. Этот метод абсолютно безопасен и не оставляет следов. Есть и более точные способы — добавка сорбата калия или диоксида серы. Но современные винодельни стараются минимизировать добавки, полагаясь на физические методы очистки. Вино, прошедшее такую чистку, становится стабильным. Оно может храниться годами, не изменяя вкуса. И только теперь можно начинать говорить о его аромате. Химия аромата. Когда мы говорим «вино с нотами малины и шоколада», мы не имеем в виду, что туда что-то добавили. Все это чистая химия. Наука объясняет, аромат вина формируется из сотен, а иногда тысяч летучих соединений, и каждая из них влияет на восприятие вкуса. Самые важные из них — это сложные эфиры, терпены, кетоны и альдегиды. Именно они дают вину запах тропических фруктов, цветов, кожи, табака или специй. Эти соединения образуются не случайно. Все зависит от сорта винограда, работы дрожжей, температуры брожения и даже материала чана. Скажем, терпены придают ароматы цитруса и роз. Они особенно активны при низких температурах, поэтому некоторые виноделы специально охлаждают вино, чтобы сохранить их. А эфиры с длинной углеродной цепочкой отвечают за ароматы ананаса, банана, ванили и появляются только при медленном стабильном брожении. Сейчас виноделы могут буквально регулировать ароматы. Анализ на хроматографах позволяет узнать, каких соединений слишком много или мало, и внести коррективы. Можно замедлить брожение, изменить уровень кислорода или даже изменить штамм дрожжей прямо по ходу процесса. То, что раньше было искусством, стало точной наукой. Но аромат — это еще не зрелость. А зрелость измеряется молекулами. Молекулы зрелости. Вино после брожения — да, это подросток. Оно неуравновешенное, резкое, шумное. Чтобы стать взрослым, ему нужно время. Но сколько именно? И где та грань, когда вкус достигает идеала? Ответ снова дает наука. Современные технологии позволяют отслеживать молекулы зрелости, соединения, которые формируются при окислении, взаимодействии с кислородом и разложении компонентов вина. Это, например, ацетальдегид, лактон, фенолы. Именно они делают вкус мягче, округлым, более глубоким. Раньше винодел просто пробовал и ждал. Сейчас все иначе. Пробы берутся регулярно, анализируются в лаборатории. Есть даже экспресс-анализаторы, которые дают результат за 5 минут. Они измеряют уровень полимеризации танинов, насыщенность фенольных соединений и баланс кислот. Некоторые винодельни используют активное старение, контролируют приток кислорода с точностью до миллилитра в неделю. Это позволяет ускорить процессы, не теряя качества. Специальные микроаэраторы подают кислород в строго заданных дозах, симулируя медленное старение, как в дубовой бочке. Как только показатели входят в нужный диапазон, можно разливать. Но прежде чем это случится, нужно понять, в какую именно бутылку попадет вино. Стеклянная ловушка. Форма бутылки — это не только эстетика, это инженерное решение. И каждое его изменение влияет на вкус и срок хранения вина. Самый очевидный пример — толщина стекла.
Чем оно толще, тем медленнее происходят изменения под действием света и температуры. Особенно это важно для белых и игристых вин. Вот почему шампанское разливают в тяжелые бутылки с утолщенным дном. Оно выдерживает давление до 100 фунтов на квадратный дюйм. Форма горлышка влияет на приток кислорода. Удлиненная шейка сужает проход воздуха, замедляя окисление. А вино, которое предполагается пить молодым, разливают в широкие бутылки. Там воздух быстрее взаимодействует с содержимым, сглаживая вкус. Даже цвет стекла имеет значение. Зеленое и коричневое стекло защищает от ультрафиолета. Свет – главный враг вина. Он запускает фотоокислительные реакции, которые убивают аромат за считанные недели. И, наконец, сам материал. Некоторые производители переходят на биоразлагаемое стекло и композиты, но пока классическая бутылка остается стандартом. А вот то, чем она будет закрыта, вызывает споры уже не одно столетие. Пробка против крышки. Вот и вечный спор, натуральная пробка или винтовая крышка. Кто-то скажет, пробка добавляет шарма, кто-то уверяет, крышка надежнее. А что говорит наука? Натуральная пробка – это кора дуба с порами, через которые проходит воздух. Это медленно насыщает вино кислородом, способствуя его созреванию. Проблема в том, что каждая пробка уникальна. Одна может быть идеальной, а другая пропустить слишком много воздуха или, хуже того, заразить вино трихлоронизолом, соединением, вызывающим запах мокрого картона. Крышки из алюминия с пластиковой прокладкой обеспечивают полную герметичность. Вино не дышит, не меняется, остается таким, каким его залили. Это отлично для молодых вин, которые не предполагается хранить долго. Но для красных, выдержанных вин это может быть минус. Решение – современные синтетические пробки, регулирующие приток воздуха. Они создаются с нужной степенью пористости, не впитывают влагу и не портятся. Некоторые производители даже ставят лазерную маркировку с QR-кодом, чтобы отслеживать происхождение. Каждая бутылка теперь становится частью цифровой истории. И эта история начинается с одного щелчка – цифровой контроль. Современная бутылка вина – это не просто напиток. Это объект, за которым следят с момента посадки лозы до момента, когда ты ее открываешь. Все благодаря цифровым технологиям. На винодельнях устанавливаются системы прослеживания. Каждый ящик винограда получает QR-код, по которому можно узнать, когда и где он был собран, какой сорт, какая погода была в тот день. Эти данные сохраняются в блокчейн, чтобы их нельзя было подделать. При разливе каждой бутылки присваивается уникальный код. Он нанесен на этикетку или прямо на стекло, лазером. В магазине ты можешь просканировать код и узнать, кто был виноделом, в каких чанах бродило вино, какие дрожжи использовались и сколько дней длилось брожение. Для крупных поставок используется IoT. Сенсоры отслеживают температуру и влажность в контейнерах, движения, удары. Если бутылку уронили, об этом будет запись. Если ее подделали, это сразу обнаружится по несоответствию данных в системе. Так вино становится не только напитком, но и частью цифровой эпохи. Но не стоит думать, что контроль — это все. Есть еще одна угроза, которую почти невозможно заметить. Невидимая защита. Борьба с подделками вина – настоящая технологическая гонка. Чем дороже бутылка, тем изощреннее способы защиты. И сегодня они почти полностью скрыты от глаз. Один из самых передовых методов – микрокапсулы. Это невидимые частички, которые наносятся на этикетку или крышку. Под действием ультрафиолета они дают уникальный световой отпечаток. У каждой партии свой паспорт, как у снежинки. Проверить можно только с помощью специального сканера. Дальше идет лазерная гравировка. Ее невозможно стереть или подделать. Код наносится на горлышко или донышко бутылки. Он зашифрован, и даже если его скопируют, система сразу определит несоответствие партии. Некоторые производители внедряют RFID-метки. Эти крошечные чипы позволяют отследить бутылку на складе, в контейнере, в магазине. Упала температура, слишком долго была в пути, все фиксируется и передается в базу. Даже состав стекла может быть уникальным. Добавляют следовые количества редкоземельных элементов, и бутылка становится подписанной на молекулярном уровне. Поделать такое вино практически невозможно, но даже если оно идеально защищено, впереди еще один важнейший этап. Его нужно доставить в целости и сохранности. Умная логистика. Доставка вина — это больше, чем просто перевозка. Это настоящий логистический спектакль, где каждая ошибка может стоить вкуса, а значит репутации. Вино боится 3 вещей — света, жары и тряски. Чтобы их избежать, используются холодильные контейнеры с системой умного контроля. Температура внутри держится на уровне около 55 градусов по Фаренгейту, не выше и не ниже. Любое отклонение фиксируется и передается производителю. Некоторые контейнеры снабжены вибрационными сенсорами. Если бутылки трясутся слишком долго, есть риск разрушения структуры танинов. Это особенно важно для вин, которые еще дозревают в бутылке. Один грузовик по плохой дороге, и вино теряет часть вкуса. Маршруты доставки планируются с учетом климатических зон, пробок и даже фаз Луны. Серьезно, некоторые винодельни учитывают гравитационные
продуманные колебания при транспортировке. На складах специальное освещение, не излучающее ультрафиолет, контроль влажности, углекислого газа и даже вибрации пола. Все это, чтобы бутылка добралась до покупателя именно такой, какой ее задумал винодел. Но все это может быть напрасным, если последняя стадия, разлив, пройдет с ошибкой. Разлив без воздуха. Это звучит просто — налить вино в бутылку. Но в реальности это один из самых критичных этапов всего процесса. Ошибка в этой точке может перечеркнуть годы труда. Главный враг — кислород. Даже несколько миллилитров, попавших внутрь бутылки, могут окислить соединение и изменить вкус. Поэтому разлив происходит в полностью герметичных условиях под атмосферой инертного газа, чаще всего азота или аргона. Бутылки предварительно промываются и наполняются газом. Только после этого вино подается через стерильные трубки. Давление в системе сбалансировано так, чтобы ни один пузырек воздуха не проник внутрь. Оборудование для разлива — это не просто насосы, а высокоточные дозаторы. Они отмеряют объем до десятых долей унции. Камеры следят за каждым движением, а датчики проверяют вес и герметичность. После разлива моментальная укупорка и повторная подача газа в пространство под пробкой, чтобы вытеснить остатки кислорода. Весь процесс занимает доли секунды, но от него зависит долговечность и вкус вина. Теперь бутылка закрыта. Но прежде чем она попадет в руки покупателя, ее ждет финальный экзамен, проверка миллионом глаз. Контроль качества после разлива — это как финальный штрих в живописи. Все должно быть идеально. И здесь вступает в игру машинное зрение. Камеры высокого разрешения сканируют каждую бутылку. Они проверяют уровень заполнения, прозрачность стекла, герметичность пробки, целостность этикетки. Если хоть что-то не совпадает с эталоном, бутылка автоматически уходит в сторону. Но и этого мало. Пробы отбираются из каждой партии и отправляются в лабораторию. Там снова замеряют кислотность, сахар, уровень спирта, остаточные дрожжи. Даже наличие мельчайших пузырьков газа под микроскопом. Некоторые винодельни внедрили ИИ-контроль. Алгоритмы анализируют миллионы изображений, учатся замечать аномалии и предсказывать возможные проблемы еще до их появления. Человек тоже остается в системе. Финальный тест — дегустация. Обученные специалисты пробуют случайные образцы, проверяя вкус, аромат и тело вина. Это последний барьер перед выходом на рынок. И вот, наконец, бутылка упакована, защищена, проверена. Она прошла весь путь от лозы до твоего бокала. Процесс, начавшийся с солнца, воды и земли, завершился тихим щелчком винтовой крышки или легким хлопком пробки. За этой бутылкой не просто напиток. Это 200 дней труда, десятки датчиков, роботы, химия, логистика и бесконечное внимание к деталям. Современное виноделие — это не только традиции и вкус. Это биотехнологии, ИИ, сенсоры, микроскопы и математика. Здесь все просчитано, от температуры сбора до дозировки газа при разливе. Каждая капля прошла через цифровую воронку, но сохранила в себе вкус природы. А самое удивительное — все это ради одного глотка, чтобы ты открыл бутылку, вдохнул аромат и почувствовал нечто большее, чем просто вино.